I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим новые гибридные наушники от компании Keyfine стоимостью $129, и приходят они в небольшой по габаритам коробке с очень минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Quatio, и присутствует логотип компании, ну а здесь уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера для низких частот, один диаметром 10 мм, а другой диаметром 8 мм. Ну а также еще используется два арматурных излучателя для средних и высоких частот. Ну а чувствительность составляет 107 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. 4 набора силиконовых амбушюр. Сменные звуководы для небольшой коррекции звучания этих наушников и сертификат качества. Наушники довольно крупные, выполнены из металла и, как по мне, имеют довольно приятный и минималистичный внешний вид, где на лицевой части здесь имеется логотип компании, а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и указана маркировка канала. Но еще рядом здесь находится единственное отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется хорошо, поэтому проблем с драйвер-флексом и эффектом вакуума у этих наушников нет. Ну а звуковод у них получился оптимальный по длине, он не слишком длинный и не слишком короткий, имеет диаметр 6 мм, получил выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой с узором. И кстати, по большей части я слушал эти наушники именно вот с этим стоковым звуководом, так как именно с ним мы имеем, на мой вкус, самую оптимальную и сбалансированную подачу звучания. Но сидят эти наушники в ушах, несмотря на свои крупные габариты, в моем случае очень хорошо, ничего нигде не давит, и у меня не возникает желания поскорее снять эти наушники. Да и звукоизоляция находится на очень даже хорошем уровне. И конечно, стоит отдельно похвалить комплектный модульный кабель, который мне реально понравился, и менять его особого смысла нет. Поэтому можете спокойно прослушивать эти наушники именно с ним, без каких-либо проблем. И даже амбушюры вы вполне себе можете выбрать подходящие для вас сразу из комплекта, так как они все хорошего качества. Ну а приобрести наушники Keyfine Quatio вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Hi-Fi Go на AliExpress, либо на их официальном сайте hifigo.com. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Keyfine Quatio при использовании стандартного серебристого звуковода. И с ним эти наушники имеют усиление низких частот на 11 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 3 кГц, причем он четко соответствует моему таргету, поэтому для меня эти наушники точно не звучат излишне энергично или утомительно при использовании этого звуковода. Ну а высокие частоты тут уже затухают примерно после 11 кГц, что конечно не является каким-то рекордом среди гибридных наушников, но тем не менее это еще вполне хороший результат. Ну а вот так уже выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Keyfine Quatio при использовании золотистого звуковода, с которым по сравнению с серебристым звуководом мы имеем куда меньше усиление низких частот, более выделенную область верхней середины и слегка усиленные высокие частоты, и с ним, конечно, эти наушники звучат куда более энергично, прозрачно и более легко в области низких и средних частот. И я думаю, что больше всего он зайдет тем, кто любит слушать различные там инструментальные жанры, кинематографичные саундтреки или, например, классику. Но вот уже черный звуковод, я думаю, можно смело порекомендовать басхедам и любителям послушать хип-хоп и различные другие современные жанры, где требуется как раз таки более акцентированный и
яркий выраженный низкочастотный диапазон, так и любители еще более нейтральной и теплой подачи тут тоже будут довольны. Причем обратите внимание, что усиливаются здесь не только низкие частоты, но еще и нижняя середина, которая становится здесь еще более пышной, особенно при сравнении с золотистым звуководом. Ну а верхняя середина становится наоборот, еще более гладкой, и именно с этим звуководом эти наушники звучат максимально расслабленно, но с более мощным басом. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Keyfine Quatio — это про насыщенность, телесность и мягкую, но очень уверенную подачу, в которой чувствуется вес, глубина и эмоциональность. И в отличие от наушников, ориентированных на какую-то холодную скорость и гипертехничность, Quatio идут совершенно другим путем. Здесь бас массивный, обволакивающий и очень теплый, но при этом достаточно четкий и не расплывчатый в своей подаче. И бас у этих наушников действительно глубокий, он уходит очень низко и создает такое хорошее ощущение основательности, будто бы звук был укоренен в пространстве. И, например, в электронной музыке или каких-то различных кинематографичных саундтреках или даже в хип-хопе нижний регистр буквально наполняет звуковую сцену снизу, но при этом он не гудит, не бубнит, а создает словно такую упругую волну, на которой держится вся атмосфера. Причем, несмотря на очень такой внушительный масштаб, этот бас не играет грязно. Да, он оформлен слегка мягко, но с достаточной собранностью, чтобы не замыливать всю картину, и он не выбивается наружу и не пытается, так скажем, продавливать все остальное. Наоборот, он будто бы был интегрирован в общее звучание, своего рода как такой очень прочный и уютный фундамент. Но вот мидбас у Quatio — это настоящая мощь с характером. Он звучит прям так мясисто, панчево и выразительно, но при этом с чуть сглаженной и плавной атакой. Здесь нету, так скажем, вот этого характерного молниеносного выстрела, как у ультратехничных моделей, но нету вот этой излишней вялости, как у просто слишком расслабленных наушников. Удары здесь словно ощущаются телом, они увесистые, насыщенные и дают отличный начальный импульс музыки. И особенно приятно, что даже с такой вот пышной массой мидбас остается контролируемым. Он не плывет, излишне не раздувается, как уже в басхедных моделях, а всегда четко работает на ритмическую основу. И в жанрах вроде техно, фанка, инди-рока и живых записей это слышно особенно отчетливо. Бочка звучит объемно, а бас-гитара жирно и живо, но без какой-либо каши и перегруза. В общем, друзья, это именно тот бас, который работает ради эмоций и вовлечения. Он может быть как и мощным и насыщенным при использовании уже серебристого и черного звуковода, так и более легким и спокойным уже при использовании золотистого звуковода. И самое главное, что во всех случаях он всегда остается в рамках нормы. Он не вытесняет вокал, не душит инструменты, а как бы очень красиво так встраивается в музыку. И в целом низкие частоты в Keyfine Quatio — это про комфортное, эмоциональное и музыкальное исполнение с приятным весом и глубиной. Он не про какую-то там педантичную сухую техничность, а про такую, знаете, плавную теплую пышность, которая чувствуется физически, но не перегружает ваше восприятие. И это действительно отличный выбор для тех, кто хочет ощущать ритм, слышать форму и получать удовольствие от каждой басовой партии, будь то это электронная музыка, рок, джаз или просто лоу-фай на спокойный вечер. Но средние частоты в Keyfine Quatio — это про комфорт, тепло и естественную музыкальность без перегибов. И здесь сразу чувствуется характер. Подача теплая, очень нейтральная, без какого-то там дополнительного яркого или энергичного окраса. Середина в этих наушниках звучит объемно, натурально и с легкой добавленной пышностью в нижней части диапазона. И за счет этого у вас создается такое хорошее ощущение полноты и телесности. Все звучит живо, мягко и цельно. Никакой резкости и никакой сухой техничности, от которой устаешь через 10 минут. Да, конечно, стоит сказать, что середина у Quatio не стремится здесь удивить вас какой-то супер подчеркнутой энергией или яркостью, но и не уходит в скучную вялость. Здесь, как по мне, есть ровно столько энергии и микродинамики, сколько нужно, чтобы музыка оставалась более живой и увлекательной. Это точно не какая-то мониторная стерильность или не чрезмерная вуальность, а именно то звучание, в котором есть и дыхание, и пространство, и правильное эмоциональное наполнение. Средние частоты не были перегружены, не поджаты, в них нету какой-то
какой-то дополнительной агрессии, поэтому все звучит очень деликатно, сдержанно и в то же время довольно выразительно. И особенно хорошо это проявляется на вокале. Женские голоса передаются чисто, плавно, без сибилянтов, с ощущением небольшой такой мягкости и округлой подачи. Они звучат увесисто, прозрачно и при этом не теряют телесности. А мужской вокал очень пышный, насыщенный, с хорошей артикуляцией и приятным тембральным весом. Причем я отмечу, что вокал в этих наушниках особо не выпрыгивает на передний план, но и не теряется где-то на фоне. Он будто бы здесь был встроен в сцену так, что вы чувствуете присутствие исполнителя, но не за счет дополнительного акцента, а за счет как раз таки натуральной передачи тембров. И это именно та подача, при которой можно долго слушать разные жанры, не чувствуя при этом усталости. Но инструменты тоже передаются с довольно хорошей тембральной достоверностью, гитары звучат живо, с мягкой атакой и легким остаточным послезвучием, сохраняя ощущение настоящих деревянных корпусов и струн. Но клавишные довольно ясные, с легкой такой бархатистой динамикой. Но струнные в классике или в тех же саундтреках передаются деликатно, с приятной текстурой и без намека на какую-либо резкость. В общем, все инструменты звучат органично, не зажато и не слипаясь в какую-то однородную массу, так как разделение всех планов тут находится на хорошем уровне. И в итоге средние частоты в Keyfine Quatio это не про какую-то супер аналитику там или безумно подчеркнутую техничность, а про очень такую плавную музыкальность, как она есть, теплую, цельную и достаточно выразительную. Это подача, которая вас не утомляет, но при этом дает все нужные детали, просто подает их более спокойно, так скажем, без спешки. Поэтому тут слышно все, и тембры, и текстуры, и атмосферу, и все это раскрывается естественно, как будто само собой. И именно такая середина позволяет вам наслаждаться не только звуками, но и эмоциями, которые за ними стоят. Ну а высокие частоты в Keyfine Quatio это настоящий мастер-класс по тому, как можно сделать верхний диапазон неярким, спокойным и предельно комфортным, но при этом не лишить его смысла, текстуры и музыкального содержания. Здесь нету никакой там попытки привлечь ваше внимание резкостью, подчеркнутыми пиками или искусственно добавленным блеском. Наоборот, верхняя часть диапазона звучит очень сдержанно, мягко и даже слегка притемненно, без каких-то там резких граней, и создается ощущение, что она как будто бы была растворена в общей музыкальной картине, но при этом выполняет свою задачу на все 100. И верх у Quatio получился действительно не светлым, не звенящим и уж точно не резким. То есть это максимально деликатная, гладкая и зрелая подача. Он не вырывается вперед, не рисует какие-то вам искусственные контуры, но ты слышишь все те детали, которые должны быть. Тарелки, перкуссию, послезвучие и общее дыхание пространства. И особенно меня радует вот это тембральное оформление. У этих наушников здесь нету какого-то металлического арматурного налета, ни какой-то там синтетической резкости. Звуки верхнего регистра это словно такие бархатистые, спокойные и сдержанные обертона, которые раскрываются не за счет яркости или дополнительной светлости, а за счет как раз таки своей внутренней чистоты и округлой формы. Вы слышите не просто наличие высоких частот, а именно то, как они звучат, их телесность, текстуру и музыкальность. И это создает очень такую комфортную атмосферу для очень долгого прослушивания. И как по мне, детализация на верхах тут вполне достойная. Все читается, все разделено и все на месте. Конечно, это не такой уровень супер аналитики, который вытягивает буквально каждый шорох на передний план, а скорее очень умеренная по зрелому техничная подача, при которой слышно все необходимое, но просто без переизбытка. И именно за счет этого Quatio остаются очень универсальными и приятными для самого разного материала, причем даже для очень плохо сведенного, так как они не утомляют и при этом позволяют вам насладиться некоторыми нюансами записи. И еще хочу отметить, что атака у высоких частот здесь скорее плавная, чем резкая, но не размытая. Она просто здесь, так скажем, была оформлена очень так деликатно и аккуратно, не так, как у планарных моделей. Она скорее здесь ближе к чисто динамическим наушникам, и при этом затухания тоже очень аккуратные, с естественными переходами, что особенно будет приятно при прослушивании каких-то сложных акустических композиций, джаза или оркестровых треках, где даже в насыщенных миксах верхняя часть диапазона здесь не сваливается в какую-то кашу и не теряется на фоне. Она просто работает именно там, где должна, не перетягивая ваше внимание, но сохраняя хорошую атмосферу и свою форму. И в итоге высокие частоты в Keyfine Quatio это именно тот случай, когда комфортность и музыкальность не мешает техничности. Здесь точно нету давления на слух, нету какой-то вычурности, какой-либо резкости, но есть прекрасно сбалансированное звучание с очень красивыми тембрами и чувством вкуса. Такой верх не вызывает какого-то безумного восторга сразу, с первых секунд, но спустя пару минут ты понимаешь, что именно он и
позволяет вам слушать абсолютно любые треки часами и без усталости, без раздражения и с удовольствием и полной вовлеченностью в музыку. Но звуковая сцена в Keyfine Quatio — это про ту самую естественную, уютную и очень сбалансированную подачу, которая не стремится вас удивить, но сразу располагает к долгому и вдумчивому прослушиванию. Она не широкая до пределов вашей фантазии, но и не зажата. Все звучит просторно, непринужденно и с легким ощущением воздуха между звуками. Эти наушники не создают для вас какую-то иллюзию зала или огромной концертной площадки, вместо этого они рисуют слегка камерную, близкую и в то же время хорошо структурированную сцену, в которой ты ощущаешь объем не за счет искусственного раздувания, а благодаря уже точному позиционированию и аккуратному разделению всех звуковых планов. И сцена, как по мне, здесь именно та, которая грамотно работает на музыку, не отвлекает и делает прослушивание более реалистичным и живым. Но ширина звукового поля получилась умеренной и вполне достаточной, чтобы почувствовать панораму и расстановку инструментов по сторонам, чтобы при прослушивании у вас не создавалось вот этого ощущения замкнутости или зажатости, так как здесь все словно было так аккуратно распределено, с таким легким разведением в стороны, и за счет этого вы очень легко различаете, где размещены отдельные партии, где слева проходит ритм гитара, а где справа прячется синт, ну а где-то уже чуть подальше находятся какие-то эффекты или бэк-вокал. И в итоге звуковая сцена в Keyfine Quatio — это не про сверхмасштаб, а про уют, натуральность и правильную расстановку, где у вас есть четкое ощущение, что все звучит именно так, как и должно, просторно, но без искусственности, с разделением, но без сухости, с глубиной, но без давления. Это сцена, в которой хочется просто брать и находиться, не потому что она сверхгигантская, а потому что в ней музыке комфортно, ну и тебе тоже. Но вывод у меня получился таков: Keyfine Quatio — это удивительно теплые, сбалансированные гибридные наушники, которые отлично подойдут тем, кто ценит комфортное, насыщенное и выразительное звучание, без излишней какой-то яркости или агрессии. Если сейчас вы ищете наушники, которые не утомляют своей подачей, но в то же время не теряют музыкальности и деталей, то Keyfine Quatio определенно стоит попробовать. Они точно понравятся тем, кто любит телесный и насыщенный бас, теплую и уютную середину и комфортный, но не скучный верх, и очень аккуратную и хорошо организованную звуковую сцену, где все звучит сбалансированно и живо. И как по мне, это точно отличный выбор для тех, кто слушает музыку не ради какого-то хирургического анализа, а ради эмоций, атмосферы и просто удовольствия от прослушивания. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.